Загадки космоса, на которые до сих пор нет ответов. Что на самом деле происходит внутри черной дыры? А как насчет инопланетян? Они существуют или это миф? Даже лучшие умы человечества, вооруженные мощнейшими телескопами и передовыми теориями, до сих пор не могут разгадать эти тайны. Ученые проводят десятилетия в обсерваториях, вглядываясь в бесконечную Вселенную в поисках ответов, но в итоге нередко остается лишь одно. Да кто его знает? Хочешь узнать, что скрывает космос? То, что я расскажу дальше, тебя удивит. Совсем недавно казалось, что Вселенная бесконечна, и это представлялось спасением для нашего разума, ведь думать о бесконечности сложнее, чем просто смириться с ней. Но ученые пересмотрели этот подход. Let's go! Теперь они считают, что у Вселенной есть границы, хотя точные ее размеры по-прежнему остаются для нас загадкой. Почему? Все дело в том, что, во-первых, Вселенная продолжает постоянно расширяться, а во-вторых, наши телескопы не способны улавливать весь свет и излучение, которое пронизывает ее далекие уголки. На сегодняшний день осторожные расчеты ученых говорят о возможном диаметре видимой Вселенной – около 93 миллиардов световых лет. Это, конечно, колоссальная цифра. Представьте, если бы мы уменьшили наш Млечный Путь до размеров 1 сантиметра, то вся видимая Вселенная в таком масштабе растянулась бы на 9 километров. Но, повторюсь, это только видимая часть. Ученые из Оксфорда предполагают, что вся Вселенная может быть в 250 раз больше, чем то, что мы видим. Это как если бы наш 1 сантиметр Млечного Пути представлял собой путь от Москвы до Еревана. И даже это может быть не предел. Почему мы до сих пор не встретили космические корабли с разумными зелеными инопланетянами, которые смогли бы помочь человечеству справиться с голодом, бедностью и болезнями? Come on, man! Ученые предполагают, что жизнь может возникнуть везде, где есть соленая вода и комфортные условия для ее существования. А ведь звезд, подобных нашему Солнцу, в галактике сотни миллиардов. Вполне возможно, что кто-то уже пригрелся под одной из них. Однако есть две большие проблемы в поиске инопланетян. Первое. Мы можем искать только разумную жизнь, способную строить огромные структуры, вроде сфер Дайсона или космических колоний. А вот обнаружить простейшие формы жизни, такие как бактерии, в далеком космосе мы пока не умеем. Вторая проблема. Даже если мы их найдем, что дальше? Расстояния между звездами огромны, и переписка с инопланетянами заняла бы целые века. Что же происходит внутри черной дыры? Черная дыра – это объект настолько плотный и с такой мощной гравитацией, что даже свет, самая быстрая субстанция во Вселенной, не может ее покинуть. Именно поэтому она черная, никто не может увидеть, что внутри. Ведь ничто не возвращается обратно. Это одна из самых загадочных областей в космосе, и даже ученые не до конца понимают, что там происходит. Когда что-то приближается к черной дыре, время начинает замедляться. Чем ближе к горизонту событий, границы черной дыры, тем медленнее течет время для наблюдателя снаружи. С точки зрения человека, находящегося далеко от черной дыры, объект, падающий в нее, будет словно замерзать во времени у самого горизонта событий и никогда не исчезнет полностью. Однако для самого объекта внутри время продолжается, но искажается, и пространство вокруг него сильно искривляется. Кроме того, черная дыра издает звук. Это было открыто учеными, наблюдающими за одной из них в центре галактики Персея. Этот звук находится на невероятно низкой частоте. What? Ноте до минус 50 октавы. Для сравнения, человек может слышать только звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, а этот звук настолько низкий, что его частота не укладывается даже в обычные физические рамки. Чтобы услышать его, пришлось бы усилить его частоту на триллионы раз. Удивительно, но может показаться, что черные дыры поют.
Возможно, это связано с процессами, происходящими в их аккреционных дисках, где материя вращается на огромных скоростях, излучая энергию. Или, может быть, это просто космическое эхо их разрушительной силы. Что произойдет с человеком, попавшим в черную дыру? Теорий множество, и все они не слишком радостные. Одна из самых известных – это эффект спагеттификации. В этом случае из-за мощной гравитации черной дыры человек будет вытянут в тонкую нить, как спагетти, поскольку сила притяжения на разных частях тела будет очень сильно отличаться. Другая теория предполагает, что человек может превратиться в излучение, поскольку по мере приближения к черной дыре материи присваиваются такие скорости и энергии, что она начинает буквально испаряться. А третья версия – представьте, что на человека давят как на тюбик зубной пасты. Гравитация сдавливает тело настолько, что все молекулы начинают разрушаться под давлением. Однако все это – лишь гипотезы, так как никто точно не знает, что происходит внутри черной дыры, ведь покинуть ее невозможно. Темная материя – одна из самых захватывающих и неразгаданных тайн современной науки. Ученые уверены, что она существует, потому что без нее многое в устройстве Вселенной просто не сходится. Get out of here. Согласно современным теориям, обычная материя, которую мы видим, звезды, планеты, газ, пыль, составляет лишь около 5% Вселенной. А оставшиеся 95% — это темная материя и темная энергия. Именно темная материя, по мнению астрофизиков, составляет примерно 27% всей массы и энергии Вселенной. Но что такое темная материя? Это нечто невидимое, не излучающее свет и не взаимодействующее с электромагнитным излучением. То есть ее нельзя обнаружить привычными способами, с помощью телескопов или других приборов. Однако ее присутствие можно заметить по косвенным признакам. Например, галактики вращаются с такой скоростью, что по всем законам физики должны давно разлететься. Но этого не происходит. Темная материя действует как невидимая гравитационная сила, удерживающая галактики вместе. Ученые предполагают, что темная материя состоит из частиц, которые пока не удалось обнаружить. Одним из возможных кандидатов на роль этих частиц являются слабо взаимодействующие массивные частицы. Их основная характеристика – то, что они почти не взаимодействуют с обычной материей. Это делает их чрезвычайно сложными для обнаружения. Почему темная материя так важна? Потому что ее наличие помогает объяснить, как Вселенная развивалась после Большого взрыва. Она, возможно, сыграла ключевую роль в формировании первых звезд и галактик. Без нее космос мог бы выглядеть совсем иначе. Чтобы разобраться в этой загадке, ученые по всему миру проводят эксперименты и строят гигантские детекторы. Один из самых известных проектов – Большой адронный коллайдер, БАК, созданный в ЦЕРН, Европейской организации по ядерным исследованиям. Этот огромный ускоритель частиц был построен с целью воссоздать условия, близкие к моменту Большого взрыва. Ученые надеялись, что при столкновении частиц удастся обнаружить следы темной материи. Несмотря на то, что БАК уже привел к множеству важных открытий, включая открытие бозона Хиггса, которого не хватало для завершения стандартной модели физики, прямых доказательств существования темной материи пока не получено. Однако ученые не сдаются. Они продолжают искать способы засечь эту неуловимую субстанцию. Большие надежды возлагаются на будущие эксперименты и новые технологии, которые смогут заглянуть еще дальше в тайны космоса. New face filters on Instagram today. Темная материя остается одной из величайших загадок, и ее разгадка может кардинально изменить наше понимание устройства Вселенной и ее происхождения. Луна, по основной научной гипотезе, возникла в результате катастрофического события. Около 4,5 миллиардов лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс, которую называют Тея.
В результате этого столкновения в космос были выброшены огромные количества материи, которые затем объединились и образовали наш естественный спутник. С тех пор Луна неразрывно связана с Землей, всегда показывая нам одну и ту же сторону из-за гравитационного захвата. Но что же ждет Луну в будущем? Ее судьба, как ни парадоксально, может развернуться в двух направлениях. Один сценарий предполагает, что Луна постепенно будет удаляться от Земли, и это уже происходит. Каждый год Луна отдаляется на несколько сантиметров. В конечном итоге, через миллионы лет, она может так далеко уйти от нашей планеты, что потеряет гравитационное воздействие Земли и начнет свободное путешествие по Солнечной системе. Другой возможный сценарий предсказывает обратное. Со временем гравитационные силы Земли могут настолько сильно притянуть Луну, что она разрушится. Если это произойдет, обломки спутника могут образовать кольцо вокруг Земли, подобное тем, что есть у Сатурна. Но перед этим на Земле начнутся ужасающие стихийные бедствия, вызванные изменением приливов и отливов, которые зависят от гравитации Луны. Как бы ни закончилась история Луны, ее исчезновение или разрушение станет одним из величайших событий в истории нашей планеты. I don't think you have the facilities for that, big man. А пока Луна остается нашим верным спутником, освещая ночное небо и участвуя в самых разных фантазиях и теориях, от инопланетных цивилизаций до великих космических катаклизмов. Еще одна загадка космоса – это квантовая запутанность. Давайте разберемся, что же это значит. Альберт Эйнштейн называл квантовую запутанность жутким действием на расстоянии, потому что сама идея мгновенного взаимодействия между частицами, находящимися в совершенно разных уголках Вселенной, казалась ему противоречащей всем законам физики. В этом явлении две частицы могут быть настолько тесно связаны, что любое изменение состояния одной из них тут же отражается на другой, вне зависимости от расстояния между ними. Это может быть несколько сантиметров или миллиарды световых лет. Что удивительно, взаимодействие происходит мгновенно. Это нарушает основной принцип теории относительности, согласно которому никакая информация не может передаваться быстрее скорости света. I'm here to tell you right now. По сути, частицы ведут себя так, как будто между ними существует некая невидимая связь, которая передает информацию мгновенно, без учета расстояния. Этот феномен ставит под сомнение многие привычные представления о природе пространства и времени, и, хотя он уже доказан экспериментально, ученые до сих пор не до конца понимают, как именно работает этот механизм. We don't care. Квантовая запутанность – одна из самых загадочных и необъяснимых сторон квантовой механики, продолжающая вызывать вопросы у ученых по всему миру. Теория Большого Взрыва – это основополагающая модель, объясняющая, как возникла и развивалась наша Вселенная. Согласно этой теории, все началось примерно 14 миллиардов лет назад с состояния, которое ученые называют сингулярностью. Это точка, где вся материя и энергия Вселенной были сжаты в невероятно плотное и горячее состояние. Температура и плотность в этой точке были настолько экстремальными, что привычные физические законы, как мы их знаем, переставали действовать. Затем, по неизвестной причине, произошел колоссальный взрыв, большой взрыв. Взрыв не был похож на обычный взрыв, который мы можем наблюдать на Земле. Это было расширение пространства самого по себе. Из этого крошечного объема вдруг возникла вся Вселенная. В первый миг, который ученые называют планковским временем, расширение было настолько быстрым, что за крошечную долю секунды Вселенная увеличилась от размеров меньше атома до размеров гораздо больше целой галактики. Это событие не только создало материю, все, что мы видим вокруг, от звезд до планет, но также породило время и пространство. До Большого Взрыва не существовало ни того, ни другого. В результате вся энергия и материя начали распределяться по новому пространству, а Вселенная начала остывать. And I've decided that I want to die.
За несколько сотен тысяч лет после взрыва сформировались первые атомы, а через миллионы лет начали образовываться первые звезды и галактики. Это расширение продолжается и сегодня. Более того, наблюдения, сделанные астрономом Эдвином Хабблом в начале 20 века, показали, что галактики во Вселенной удаляются друг от друга, причем чем дальше галактика, тем быстрее она движется от нас. Этот эффект получил название красного смещения и стал главным доказательством того, что Вселенная не просто расширяется, но и делает это с ускорением. Считается, что таинственная сила, которую ученые называют темной энергией, является причиной этого ускоряющегося расширения. Она составляет примерно 68% всей энергии во Вселенной, и пока о ее природе известно крайне мало. Именно она раздвигает пространство с такой фантастической скоростью. Но, несмотря на успехи в изучении эволюции Вселенной, главный вопрос остается загадкой. Что стало причиной Большого взрыва? Ученые предлагают множество гипотез. Некоторые предполагают, что взрыв был вызван квантовыми флуктуациями в пустоте. Другие же считают, что наш космос – часть бесконечного множества вселенных, мультивселенная. Но пока ни одна из этих теорий не дает окончательного ответа, и вопрос о происхождении Вселенной остается одной из величайших тайн современной науки. В 2006 году группа ученых начала поиск сигналов, оставшихся от Большого взрыва, используя инструмент ARCADE – Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics and Diffuse Emission. Этот чувствительный радиометр был прикреплен к огромному аэростату, который должен был подняться высоко над Землей, чтобы уловить самые слабые радиосигналы из космоса. К удивлению исследователей, радиометр обнаружил загадочный сигнал – остаточный радиоисточник, сила которого была в 6 раз больше, чем предполагали ученые на основе теоретических расчетов. Этот мощный сигнал, который стал известен как космический рев, вызвал большое недоумение в научных кругах. По сути, это шум, который не был предсказан ни одной из существующих моделей Вселенной. Ученые предполагали, что смогли бы выявить фоновые радиосигналы, исходящие от далеких галактик или реликтового излучения, сигналов, оставшихся после Большого взрыва. Но вместо этого столкнулись с чем-то совершенно неожиданным. Происхождение космического рева до сих пор остается загадкой. Теории варьируются от предполагаемого излучения из далеких звездных скоплений до возможного следа какой-то неизвестной космической структуры. Некоторые ученые даже предположили, что этот сигнал может исходить от темной материи или других экзотических объектов, которые пока нам неизвестны. Эта нерешенная проблема продолжает интриговать астрофизиков, и они все еще пытаются разгадать, что могло стать источником столь мощного и загадочного радиоизлучения. Космос полон тайн, и чем больше мы его изучаем, тем больше вопросов у нас возникает. Человечество делает огромные шаги в изучении космоса, но пока что мы лишь прикоснулись к поверхности этих загадок. Остается надеяться, что ответы, которые мы ищем, уже находятся где-то на горизонте. А пока мы можем только задаваться вопросами и восхищаться тем, как мало мы знаем об этом бескрайнем космосе, который окружает нас и скрывает свои тайны. Если вам понравилось это видео, и вы хотите не просто смотреть, но и участвовать в создании таких захватывающих проектов, вот ваш шанс. Я ищу креативных людей, кто владеет навыками видеомонтажа, работает с графикой или озвучкой, или пишет оригинальные сценарии. Ваши идеи и талант могут стать ключом к нашим новым проектам. Если вам интересно, свяжитесь со мной через Telegram-бот, ссылка в описании, и давайте вместе творить вдохновляющий контент.